то уже сил нет терпеть, как он каждый божий день приходит, нажирается, а потом буянит. Ни один алкоголик не пройдет здесь, чтобы не упасть. Здесь тоже. Но я думаю, что он где-то уже здесь, в этой квартире. Как вам пиво, Дмитрий? Пиво очень вкусное. Ням-ням. Он будет пить вонючую Балтику 9, которая сама по себе уже жесть. Он со слабительным, сами понимаете. Еще пиво. Пиво заливай сюда. Всему свое время, Дмитрий. И как он отреагировал, что меня нет дома, а вместо меня какой-то мужик сидит? Он спросил, где вы, и я ему сказал, что вы у своей мамы, а меня наняли как специалиста, чтобы помочь ему избавиться от алкоголизма. Ой, зря вы так сказали, что я у мамы. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Денис, охотник на ведьм. Я думаю, вы ждали это второе видео, вторая часть. Видео с призраком-алкашом по имени Дмитрий. Эта часть будет очень смешной и интересной. Я исцелю его от алкоголизма и сделаю это очень красиво. Также вы увидите кадры, которые никогда раньше не видели. Это очень и очень крутые кадры. Ну, не буду спойлерить. Все сами увидите. Но хочу вам сказать сразу, подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте свой комментарий. Ну а мы погнали! Так, призрак алкоголика Дмитрия. Я призываю вас сыграть в литербол. Наливаю вам вашего любимого пива. Так. Ну что ж, Дмитрий, прошу к столу. Идет. Давайте включим ЭКФ. Будет его слышно. Ваше здоровье, Дмитрий. Хорошо сидим. Ваше здоровье. Мое пиво любимое. Хорошо. Что ты там пьешь опять? Так, Дмитрий, я думаю, у вас все шансы победить меня. Покажите все, на что вы способны.
что-то хреновое пиво в этот раз, бля. Что такое? Что не так? У нас одинаковое пиво с вами. Никакого обмана здесь нет. У меня хуйня какая-то по вкусу. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Кажется, я сейчас обосрусь. Вроде бы нормально, просто попукал хорошо. Нормально, да? Нормально? Да. Хорошо. Блять, мне плохо, кажется, опять лезет. Что такое, Дмитрий? Давай попозже продолжим, мне надо уйти. Хотите прерваться? Ну, давайте немножко прервемся. Вот. Как будете так готовы, продолжим. Я побежал. Хорошо. Друзья, он ушел. Мне кажется, что скоро в туалете сядет Дмитрий. Сейчас я положу туда ЭГФ. Мы запишем то, что он там будет говорить. Я уверен, он будет там, мягко говоря, недоволен. Скоро поймет, что мы его налюбили. Но таков процесс лечения от алкоголизма, друзья. И это только начало. Друзья, этот сеанс ЭГФ, я думаю, был самым смешным, который я когда-либо снимал. Я долго ржал после этого. Это было все за кадром, естественно. Когда я поставил ЭГФ в туалет, я сидел на диване и дико ржал над этим призраком. Я думаю, не каждый день увидишь такое, что призрак обосрался. Это реально очень смешно. Вот. Я думаю, вы обязаны поставить лайк за это. Ну и смотрим дальше. Так, все, друзья, камера уже стоит, пишет. ЭГФ с собой сюда уже взял. Сейчас я его включу. Все. Сам тихонечко пойду. Буду наблюдать, что он будет делать. Сука, я сейчас обосрусь. Что он подмешал не туда. Надеюсь, это никто не увидит. Не могу никак оторвать эту туалетную бумагу, бля. Дай бумагу, сука. Ёбана в рот, бля. Ну и хрен с ней, пойду с грязной жопой, я все равно уже сдох.
Смотря на бедного призрака алкаша, я вспомнил себя. Когда в компании друзей мы также пили Балтику девятку, и после 10-й бутылки я сидел на толчке, примерно так же, как и Дмитрий, и пытался оторвать эту бумагу, потому что мне никак не получалось это сделать. Так что, можно сказать, я понимаю его, как никто другой. Да, это, конечно, было очень смешно, в то же время мне я сочувствую Дмитрию, потому что я понимаю, каково ему было. Такое состояние его не передать словами. Я представляю, если бы я сейчас перепутал бы эти бокалы и выпил ту жидкость, которая была у Дмитрия, я бы оказался на его месте и также бы сидел на этом толчке. Но, слава богу, этого не произошло. И на толчке сидел Дмитрий. Друзья, я сейчас немножко угорнул с этого момента. Не знаю, как вы, но я так знатно посмеялся. После этого он выбежал из туалета. Сейчас его не слышно, где он находится. Но скажу вам одно. Воняет здесь очень и очень знатно. Давайте проверим его на паранормальной какуле. Даже руки помыл тут, представляете? Обалдеть можно. А вот они, видите, показывается уже. Паранормальные действия были совершены здесь. Это просто жесть. Так. В общем, такие дела, друзья. Сейчас я немножко отдохну еще и буду подготавливаться к следующему этапу исцеления от алкоголизма для этого призрака. Друзья, в общем, не знаю, куда он делся, но с того раза так и не было этого Дмитрия. Я уже, наверное, буду сейчас звонить Татьяне. Может быть, он вдруг к ней уже ушел. Черт его знает. Обиделся на меня или еще чего. Не знаю. Сейчас еще немножко подожду, конечно. Но такое ощущение, что он обиделся или что-то такое. Он что, в шкаф, что ли, спрятался? Димон, а ты? Димон? Ты где? Балуется уже, походу. Не знаю. В общем, друзья, странная ситуация какая-то получается. Это что это за звуки? Димон, ты где? Димон! Опять. Димон, хорош баловаться, ты чё? Выходи давай. Приколист, блин. Что за... Димон, выходи. Будем продолжать процедуру реабилитации. Не споткнуться бы свои ловушки. Да слышь, ну хорош. Димон, хватит баловаться, ё-моё. Слушай, ты что творишь? Ё-моё. Димон, ты что творишь? Друзья, я даже не успел камеру положить, смотрите, что он делает. Будто все люстры шатаются.
Димон, ладно, давай уже завязывай с этим. Не трогай люстры. Они дорогие. Давай успокаивайся. Сядем сейчас, поговорим с тобой, обсудим. Слушай, ну хорош. Не трогай ты уже люстру. Чувак. Ты хорош. Что-то вот именно к этой люстре прицепился, зараза. Не трожь. Димон, а? Шумунишка. Везде успевает потрогать эти люстры. Ладно, сейчас я позвоню Татьяне. Друзья, мне кажется, Дмитрий обиделся на меня. Он стал открывать шкафы постоянно, залезать туда, прятаться. Он наверняка хотел мне что-то сказать этим, показать. Вот. А потом он начал шатать люстры, все, которые там были. Возможно, пытался уронить мне их на голову, либо просто разбить. Ну, как вы знаете, я еще и психолог. Разумеется, я сразу понял в том, что он обиделся и как бы показывал свое недовольство. Мне оставалось лишь позвонить Татьяне и узнать очень важную информацию, чтобы действовать дальше. Ребят, сейчас мне нужно будет провести обряд. Но для этого обряда мне нужно кое-что знать. Мне нужна информация. Для этого я сейчас позвоню Татьяне. Надеюсь, она подскажет мне. Алло. Алло, Татьяна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Что это не случилось? Да ничего, в принципе, все нормально у меня, все под контролем. Я просто хотел кое-что узнать у вас. Что именно? Он начал очень активно себя вести. Вот сейчас он не так давно сходил по-большому в туалет, но это еще нормально. После этого он начал открывать постоянно двери шкафа, в общем, баловался. И после этого еще и люстр начал все двигать, очень сильно шатал, зараза. Да, точно так же он делал, когда мы там жили, баловался, ерунду всякую делал. А что вы хотели узнать-то у меня? Я хочу провести обряд, очень важный. И для того, чтобы мне увидеть как бы призрачное состояние вашего мужа и поймать его в ловушку, призрачную ловушку, мне нужно перевести, мне нужна вещь, которая ему принадлежала, которую он носил, да? Может быть, есть такая вещь в этом доме? Да, у нас в шкафу висит его белый халат. Я не стала его выбрасывать, он очень любил его. О, отлично, отлично. Это подойдет. Все, Татьяна, спасибо. Я сейчас же начну обряд. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Надеюсь на вас, Денис. Держите меня в курсе. Все хорошо, Татьяна, до свидания. До свидания. Так. Друзья, оказывается, этот халат, который мы видели в шкафу, это не Татьянин халат, а Дмитрия. То есть это получается его любимый халат. В таком случае я прямо сейчас начинаю этот обряд. Друзья, вот, собственно, этот халат и мой паранормальный телефон. Вот. Я все подготовил для ритуала. То есть это его вредные привычки. Пиво. Вот, пожалуйста, Балтика, 9. Чипсы и все такое. Я его буду переносить с помощью заклинания, чтобы он переходил на нулевку. Вот он, Балтика, 0. Его мы ему положим сюда. В карман его. Чтобы он его потом взял. Все. Давай. Сейчас я буду читать заклинание, друзья.
так как это очень опасное заклинание, оно не только лишь для призрачных алкоголиков, но оно еще для другого подходит. Поэтому на всякий случай звук я вырежу. Вот. Ну а мы сейчас будем уже приступать к заклинанию, к этому ритуалу. Поехали, друзья. Так, все. Начинаем наше заклинание. Черт возьми. Книжка разваливается. Слишком старая просто. Епте. Так, все. Друзья, вам могло показаться, что я сейчас читал не заклинание, а какой-то рэп-шмэп, но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что это заклинание было написано колдуном, который увлекался рэпом, и получается этот рэп-колдун, назовем его так, написал заклинание в своем стиле и, наверное, думал, что это крутая хрень, вот, типа заклинание рэпчик такой. Но нам приходится использовать его так, как оно было записано, и читать его эмоционально и жестикулируя активно руками. Это прямо четко написано в самом заклинании, вот, чтобы оно подействовало. То есть таким образом получается, что необходимо, ну то есть каждое заклинание написано, да, кем-то, его нужно читать именно так, как сам автор его, да, сделал, чтобы оно подействовало. Это очень важно. Поехали дальше. Так, все. Заклинание я прочитал. И теперь меняем это на это. Я думаю, теперь должно получиться, друзья. Вот. Посмотрим сейчас, когда он явится. Получится ли мне его действительно перевести на эту нулевку, на это пиво. Вот. Вот. Ну а это пиво мне придется самому допить. И уже я думаю, что я буду прикладываться спать. Все, друзья. Сейчас буду уже ложиться спать. Ловушки у меня давно уже расставлены все. В принципе, думаю, что никаких проблем больше нет. Все, что нужно было основное сделать, я уже сделал. Так что после Балтики девятки мне уже реально очень сильно поклонило сон. То есть просто реально вырубает уже очень жестко. Камера, если что, пишет. Если что-то произойдет, то все пойдет на камеру. Но я считаю, что я себя обезопасил уже в любом случае. Да и тем более обряд я провел. Тут все хорошо у меня. Тихонько буду ложиться. Так что, друзья, всем спокойной ночи. Так, все. Эта штучка
положу сюда, пусть она под подушечкой где-то лежит. Все. Ой, ой, ой. Друзья, вы часто спрашиваете меня, почему я все время ложусь спать в квартирах, либо на заброшках. Дело в том, что когда я сплю, я очень сильно накапливаю быструю энергию, которая очень сильно пригодится мне для того, чтобы бороться с сущностью, чтобы побороть ее, да? Понимаете, о чем я? А если я не посплю, то я буду готовенький, и возможно, что не получится побороть сущность. Но в данном моменте все куда проще. Я слишком много выпил пива Балтики девятки, и из-за этого просто вырубился. Твою мать, иди-то отсюда нахуй. Да ёб твою мать, блять. Что за херня? Ёпте, сколько времени-то уже, блять? Еще камера пишет. Вроде бы да. Ёпте. Что это за херня? Что за... Блять. Ё-моё. Друзья, то, что вы сейчас увидели, является уникальным доказательством существования призраков. Паранормально действительно существует. Мы это запечатлели на камеру. Вы сейчас все видели на экранах. С помощью заклинания я смог перенести физическую форму, скажем так, ну, чтобы видно было, да, в кадре, потому что призрака не видно, конечно, в кадре. На нем была надета шляпа, очки и носки. Все это он своровал у меня из сумки, это мои вещи, и зачем-то одел на себя. Я не могу сказать, зачем он это сделал, но выглядело это очень смешно, конечно. Вот. Особенно, когда он споткнулся в мою призрачную ловушку. Я уверен, что многие смеялись, думали, что ну, это бред, как может призрак споткнуться о какие-то веревочки. Оказалось, еще как может, особенно если это призрак Дмитрий. Я думаю, что после выхода этого видео мне будут часто звонить с телевидения и просить дать интервью
Вот. Потому что этот случай их очень заинтересует, когда они еще видели призрака настолько явного, да, что он прям весь силуэт был виден. Я думаю, что такого еще не было. И, скорее всего, на телевидении появятся мои видосы. Вот. Я думаю, что на ТВ-3, как всегда. Так что, возможно, мы их увидим еще и на телевидении. Вот. Друзья, в общем, я пообщался с Димоном. Оказывается, это вполне себе нормальный мужик оказался. Вот. Душевно так с ним пообщались, посидели. Вот. Он пообещал, что он больше не будет пить. И даже взял мою Балтику нулевку. То есть, надеюсь, что Димон сдержит обещание. Вот я же сейчас включу ЭГФ, чтобы слушать, что нам, соответственно, ответит Димон. О, Димон, давай садись, присаживайся к нам. А вот, собственно, и он. Заклинание подействовало. Этот обряд. Теперь мы можем его увидеть. Фу-ху. Садись, братан. Ну ты красавчик, чувачок. Жопа болит после того раза теперь. Что ты говоришь? Кто это там? Ну там кто? А, это подписчики смотрят вот на ютубе. Я уверен, что прямо сейчас они уже поставили лайк, подписались на канал и оставили свой комментарий. Подпишитесь на Охотника на ведьм, он реально помог мне для Буду. Вот, друзья, Димон врать не будет. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этой ноте мы подводим итоги. И сейчас я созвонюсь с Татьяной, но это уже за кадром будет. И надеюсь, что моя работа здесь выполнена. Все достаточно удачно прошло. Базара нет. Вот. Призрачный алкаш Димон. Живое, ну не совсем живое, но, можно сказать, доказательство этому. Вот. А если вы еще не верите в паранормальное, тогда я позвоню сейчас по своему паранормальному телефону и призову вам демона прямо домой. А я насру вам в туалет. Так что бегом подписываться и ставить лайк, друзья. Ну а мы увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока. Подпишись.